В один из пасмурных дней маленький мальчик пожаловался своей матери на резкую зубную боль, и она решила отвезти его к стоматологу. Но когда врач начал осмотр, он испугался и неожиданно позвонил в полицию. Эвелин сидела в своей уютной, хоть и скромной гостиной и смотрела телевизор, ожидая, когда пора будет идти за своим сыном Джоном в начальную школу. Ее внимание привлек специальный репортаж о росте числа похищений детей. «За последнюю неделю бесследно исчезли 3 малышей», — сообщил журналист. Сердце Эвелин сжалось, когда она представила боль родителей этих исчезнувших детей. «Господи, кто может быть настолько жесток, чтобы забрать ребенка у его семьи?» — с ужасом подумала она, не отрывая взгляда от экрана. Эта новость пробудила в ней инстинктивное беспокойство, присущее каждой матери. Эвелин решила прийти в школу пораньше, чтобы забрать сына лично. Когда она добралась до школы, то заметила, что на территории проводилось медицинское мероприятие. Детям оказывали стоматологическую помощь в рамках временной кампании, организованной властями города. Атмосфера была оживленной. Дети бегали, смеялись и с интересом наблюдали за процедурами. Это была профилактическая акция по укреплению здоровья ротовой полости. Увидев, что Джон тоже участвует и выглядит счастливым, Эвелин облегченно улыбнулась. С сияющей улыбкой Джон встал со стоматологического кресла и, заметив мать, подбежал к ней. «Мам, посмотри на мои зубы. Белые-прибелые», — гордо сказал он. Эвелин рассмеялась, обняла сына и похвалила его за храбрость. Он даже не плакал. Чтобы отметить этот момент, она предложила зайти в местную кофейню на углу и угостить его пирожными. День прошел весело и по-семейному тепло. Смех, сладости и крепкая связь между матерью и сыном. Вернувшись домой, Джон попросил разрешения поиграть во дворе, пока мама готовит ужин. Эвелин согласилась. Их дом был скромный, с невысоким деревянным забором, а район — бедный, но уютный. Все казалось спокойным, пока мяч мальчика не перелетел через забор. Джон нахмурился. Он знал, что мама запрещает выходить за пределы двора без ее ведома. Именно в этот момент появился мужчина. Этот незнакомец, появившийся словно из ниоткуда, поднял мяч и подозвал мальчика. «Привет. Хочешь поиграть со мной в мяч? Я могу быть твоим другом», — сказал он с настойчивой улыбкой. «Мама сказала не говорить с незнакомыми», — настороженно ответил Джон. «Но если я стану твоим другом, я уже не буду незнакомцем, правда?» — продолжил мужчина, делая шаг вперед. Мальчик колебался. Он хотел вернуть мяч, боялся, что взрослый его не отдаст. Он уже собирался открыть калитку, когда Эвелин, почувствовав тревогу, выбежала из дома. «Джон, немедленно вернись!» — закричала она. Мужчина тут же отступил и бросил мяч обратно через забор. Затем он быстро ушел, сел в машину и уехал, оставив Эвелин с жутким ощущением тревоги. Она крепко обняла сына и отругала его за то, что тот чуть было не нарушил правила. Вечером после ужина Джон начал жаловаться на сильную зубную боль. Эвелин с болью смотрела, как ее сын страдает, и пообещала утром все уладить. На следующее утро она решила отвезти его в школу сама, не пуская в школьный автобус. У нее была старая машина, которую она берегла для крайних случаев. Проезжая по кварталу, она заметила машину, припаркованную в том же месте, где вчера стоял тот незнакомец. Сердце ее якнуло. Она подумала, что это, возможно, совпадение, и все же не могла избавиться от неприятного чувства. Добравшись до школы, Эвелин объяснила директору ситуацию и попросила стоматолога осмотреть сына. Но ей ответили, что визит стоматологов был разовой акцией. Больше их нет. Пока они обсуждали это, в холл ворвалась другая женщина. Марта, мать одноклассницы Джона. Она рыдала. «Мою Джессику похитили! Ее нет со вчерашнего вечера!» — закричала она и рухнула на пол.
Эвелин оцепенела. Все начало складываться в зловещую картину. Уроки отменили, а школа наполнилась страхом. Вернувшись домой, Эвелин стала замечать, что за ними снова следует та же машина. Тем временем зубная боль Джона усилилась. Эвелин, измученная, решила обратиться в частную клинику, потратив последние сбережения. Пока они ждали приема, она подошла к окну и увидела ту же подозрительную машину. Теперь она была уверена — это не совпадение. Она ворвалась в кабинет стоматолога, чтобы забрать сына, но увидела странную сцену. Врач держал мальчика одной рукой, а другой звонил в полицию. «Срочно пришлите патруль. Этот ребенок в опасности». Эвелин в панике попыталась вмешаться, но ее остановили охранники. «Что происходит? Где мой сын?» — кричала она. Джон смотрел на нее испуганными глазами. Тогда врач объяснил. Он рассказал, что уже был у школьного стоматолога, а я нашел у него в зубе микрочип. Он предназначен для слежки. У Эвелин потемнело в глазах. Прибывшие полицейские подтвердили слова врача. Один из офицеров объяснил. «Миссис Эвелин, вашему сыну вживили чип, превратив его в маяк. Кто-то из лжеволонтеров готовил его к похищению». Женщина в ужасе бросилась к окну. Снаружи стояла та же машина. Как только преступники заметили полицию, они поспешно уехали. В клинике экстренно извлекли чип. Подтвердилось, это была часть преступной схемы по похищению детей. Эвелин, преисполненная решимости, рассказала полиции о машине, о случае с Джоном и об исчезновении Джессики. Она согласилась на рискованный план — сыграть роль матери с ребенком-приманкой. Микрочип поместили в автокресло, а Джон остался дома под охраной. Эвелин поехала в безлюдное место. За ней действительно последовала другая машина. В назначенном месте она припарковалась, вышла из авто и сказала: «Подожди, здесь Джон, мама сейчас вернется». Злоумышленники клюнули на приманку. Они подкрались, думая, что внутри уязвимый ребенок. Но в этот момент полицейские атаковали. Преступников задержали. Расследование показало, они похищали детей, чтобы продать их за границу. Благодаря показаниям Эвелин и найденному чипу удалось найти и спасти всех детей, включая Джессику. Позже Эвелин и доктор получили почетные награды за смелость. Их действия не только спасли Джона, но и разоблачили преступную сеть, положив конец ужасной торговле детьми. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Эвелин? Рискнули бы поучаствовать в спасательной операции? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.